Всем привет, это меня компlikācijas, уже katapult. Un galīgi stati komplikācijas. Tagad nebūs, pēc būs. Tas būtu vienmēr. Tagad nebūs. Том. Не возьмешь, и потом погнали на видео. Пусть куда. Погнали. Привет. Это Дженнет. Извините, я взломала ролик, чтобы сказать, что мой блог Яндекс.Дзен находится в описании. Спасибо за внимание. Какую цитату комика вы не забудете никогда? Каково это иметь 4 детей? Представьте, что вы тонете, а потом кто-то протягивает вам ребенка. Джим Геффиган. Я не читал Библию, мне и не нужно, я же католик. Как же в точку? Каждый вечер я молил Господа, чтобы у меня появился новый велосипед. Потом я понял, что так у меня ничего не выйдет. Тогда я украл велосипед и попросил Бога простить меня. Когда ты мертв, ты не понимаешь, что ты мертв. Твоя смерть приносит боль и страдания другим людям. То же самое происходит, когда ты тупой. Разведи огонь, и человеку будет тепло на протяжении одного дня. Подожги человека, и ему будет тепло до конца его дней. Сэр Терри Пратчетт. В учебнике истории написано, что, к счастью, в войнах всегда побеждали хорошие парни. Вот же совпадение. Знаете, что я хочу, чтобы мои друзья сделали, когда я умру? Я хочу, чтобы они собрались все вместе и попытались вернуть меня к жизни. После смерти моего отца люди говорили, сейчас он находится в лучшем месте. Он лежит на полу, мертвый, а до этого он был жив и лежал в своей постели. Люди говорили, ну, он ничего не почувствовал. Вы хотите сказать, что он не почувствовал своего сердечного приступа? Я просыпаюсь, когда кошка проходит по моему животу. Я не люблю кантри, но при этом я не хочу очернять тех, кто его любит. Кстати, для людей, которым нравится кантри, очернять означает принижать. Боб Ньюхарт. Я заметил, что мнение утки обо мне очень сильно зависит от того, есть ли у меня в руках хлеб или нет. Митч Хедберг. Бывает, идешь в выходной день в какое-нибудь заведение, где много народу. На кассе начинают зачитывать список заказов по очереди. Дюфрен – место на 2 человек. Столик для Дюфрена готов на 2. И если никто не отвечает, они повторяют еще раз. Дюфрен – заказ на 2. Если по-прежнему никто не отвечает, они переходят к следующему имени в списке. Буш – столик для 3. Да, но что случилось с Дюфренами? Видимо, всем плевать. Как вы можете есть в такой момент? Тут люди пропали. Вы долбаные эгоисты. Дюфрены сейчас лежат в каком-нибудь багажнике с заклеенными ртами. Они голодные. И прежде чем продолжить, минутка полезной информации. Тратьте деньги с умом, ссылочка в описании. Продолжаем. Все вокруг считают себя комиками, особенно в моей сфере деятельности. Норм Макдональд. Эта фраза взята из его мемуаров, основана на реальной истории, которые обязательно нужно прочитать поклонникам Норма. В этой фразе мне больше всего нравится то, что она была написана как бы вскользь. Он написал ее, когда с пренебрежением высказался о враче, который рассказал какую-то шутку, что вызвало смех у всех остальных в помещении. Мои друзья смеялись надо мной, когда я им говорил, что хочу стать комиком. Теперь они не смеются. Раньше я сидел на веществах. Я и сейчас сижу, но раньше тоже сидел. Митч Хедберг. У меня нет девушки, хотя я знаю одну даму, которая расстроится, если услышит от меня такие слова. Эй, Митч, хочешь замороженный банан? Нет, но чуть позже я захочу обычный банан, так что давай. Бывает, сижу ночью в отеле и раз придумал какую-то смешную шутку. Правда, если моя ручка находится слишком далеко от меня, мне приходится убеждать себя, что эта шутка не такая уж и смешная. Я выступаю против митингов, но я не знаю, как это продемонстрировать. Каждый раз, когда вы засоряете унитаз, вы превосходите чьи-то ожидания.
Как-то раз на мосту я увидал парня, который собирался спрыгнуть. Я сказал ему: не делай этого, на что он ответил: никто не любит меня. Бог любит тебя, возразил я. Веришь ли ты в него? Да, сказал он. Ты христианин или иудей? Спросил я. Христианин. О, я тоже. Протестант или католик? Протестант. И я, а конкретно баптист, отвечал он. Я тоже. Южный или северный? Северный. Я тоже. Северный консервативный баптист или северный либеральный баптист? Северный консервативный баптист. Я тоже. Северный консервативный баптист Великих Озер или северный консервативный баптист Восточной области. Северный консервативный баптист Великих Озер, ответил он. Я тоже. Северный консервативный баптист Великих Озер Совещания 1879 года или Северный консервативный баптист Великих Озер Совещания 1912 года. Северный консервативный баптист Великих Озер Совещания 1912 года. Умри, еретик, произнес я и столкнул его вниз. Великий Эмо Филлипс. Моя любимая шутка Эмо Филлипса. На днях шел по улице, увидел, как на крыше работают строители, бьют молотками. От одного из них я услышал, что я шизанутый параноик. Он настучал это азбукой Морзе. Подумайте, насколько туп среднестатистический человек, и поймите, что половина из них еще тупее. Джордж Карлин. Карлин мой любимый артист. Я видел его вживую дважды. Вы когда-нибудь замечали, что большинство людей, выступающих против абортов, это в первую очередь люди, с которыми вы бы не хотели жариться? Само существование огнеметов означает, что где-то и когда-то кто-то сказал себе: так хочется поджечь вон тех людей, но я недостаточно близко к ним, чтобы сделать это. Джордж был великолепен. Вот еще одна цитата, о которой я часто думаю. Религия реально убедила людей, что на небе живет невидимый мужик, который следит за всем, что вы делаете, каждый день и каждую минуту. И у невидимого мужика есть особый список из 10 вещей, которые он не хочет, чтобы вы делали. И если вы сделаете любую из этих 10 вещей, у него подготовлено особое место, полное огня, дыма и пламени, пыток и страданий, куда он сошлет вас жить, мучиться, гореть, задыхаться и плакать до скончания веков. И при этом он любит вас. Он любит вас, и ему нужны деньги. Ему всегда нужны деньги. Он всемогущий, всесовершенный, всезнающий и наимудрейший, но он каким-то образом не умеет зарабатывать деньги. Религия получает миллиарды долларов, и им всегда нужно еще чуть-чуть. Кто-то кончает с собой, и люди такие: я не понимаю, почему. А я отвечаю: ты не понимаешь, почему? Ты что, живешь в плюшевом мире, что ли? Какого хуя тебе непонятно? Норм Макдональд. Я, конечно, не врач, но я почти уверен, что если вы умрете, рак умрет вместе с вами. Так что это не проигрыш, это ничья. Знаете, что касается Гитлера, чем больше я узнаю об этом парне, тем больше он мне не нравится. Кокос — это способ богов сказать, что ты зарабатываешь слишком много денег. Робин Уильямс. Бог дал человеку мозг и пенис, а крови столько, чтобы эти два органа не могли работать одновременно. Робин был и остается нашим национальным сокровищем. В детстве я его просто обожал. Мне до сих пор очень печально от того, что мы его потеряли. Моя любимая цитата, не шутка: в каждом из нас есть маленькая искра безумия. Старайтесь ее не загасить. Куда где-то? Не надо. Меня нельзя назвать авантюрным человеком. Я за всю жизнь использовал лишь одну сторону терки для сыра. Джеймс Акастер. Что если все твои отношения — это лишь период, за который твой партнер постепенно понимает, что ты ему нравишься не настолько сильно, как он думал? Я знаю, что это шутка, но она слишком реалистичная. Она отражает все отношения, в которых я был. Любой треугольник можно назвать любовным треугольником, если вы любите треугольники. Она бросила меня ради Бина. На самом деле они славная пара. Она встретила Роуэна Аткинсона и влюбилась в него. Знаете, мы здесь не для того, чтобы смеяться над этим. Но также важно понимать одну вещь. Меня бросили ради мистера Бина. Бедолагу бросила девушка и ушла от него к мистеру Бину. Я начал готовить с вином. Так круто звучит — готовить с вином. На деле я просто напиваюсь и готовлю рис. Я говорю своим друзьям: приходите, я приготовлю что-нибудь с вином. Они приходят, а я уже бухой и повсюду сплошной рис. Кевин Нилан. Я импульсивен, но при этом довольно нерешителен. Я не знаю, чего я хочу, но я знаю, что хочу этого прямо сейчас. Дилан Моран. Один из моих любимых фрагментов из выступлений Дилана Морана, когда он говорил про похмелье. Особенно про то, насколько хуже оно становится с возрастом и как мы оцениваем качество прошедшей ночи по тому, насколько ужасно мы себя чувствуем на следующий день. Какой прекрасный день. Птицы шелестят, деревья поют. Как прошла ночь? Просто фантастика. Я ничего не вижу. Вы можете обманывать некоторых людей постоянно, а всех людей только иногда. И этого как раз достаточно, чтобы стать президентом Соединенных Штатов. Спайк Миллиган. Мой любимый у Спайка — это его фраза, выгравированная на его могиле. Я же говорил вам, что я болен. Сделайте все оружие легальным, но пусть каждый патрон стоит $5000. Когда кого-то застрелят, вы будете знать, что этот ублюдок заслуживал смерти. Крис Рок. И даже если в вас попадет шальная пуля, вам не придется идти к врачу, чтобы вытащить ее. Тот, кто стрелял в вас, заберет свою пулю обратно со словами: «Приятель, в тебе моя собственность, которую я хочу забрать обратно». Я пролил пятного водителя на свою собаку. Больше у меня нет собаки.
большинство людей боятся высоты. Я боюсь ширины. У каждого парня есть история о своей поехавшей девушке. Почему у женщин нет историй о поехавших мужиках? Потому что если у тебя поехавший парень, то ты уже мертва. Дональд Гловер. Во время душа мне нравится затыкать слив. Я делаю вид, что нахожусь в подводной лодке, которую подбили. Стивен Райт. У меня самая большая в мире коллекция ракушек. Я храню их на всех пляжах мира. Возможно, вы их видели. Если алкоголь это костыль, то Джек Дэниелс это инвалидное кресло. Робин Уильямс. Я скажу своему мужу, что ты сказал, что я блядь. Он уже и так это знает. Рон Уайт. Я не хотел быть пьяным в общественном месте. Я хотел быть пьяным в баре. Они вышвырнули меня в общественное место. Я бы никогда не хотел состоять в клубе, членом которого был бы я. Гручо Маркс. Был я как-то раз в казино, стоял, никого не трогал, как вдруг ко мне подошел какой-то парень и говорит: вам нужно отойти, вы загораживаете пожарный выход. Будто если начнется пожар, я не побегу, а буду стоять на месте. Если вы легко воспламеняетесь и у вас есть ноги, значит вы никогда не загораживаете пожарный выход. Концепция кемпинга, такая ужасная хрень. Выйти на природу, спать в лесу в палатке. Я плачу налоги, чтобы ничего из этого меня не касалось. В нашей семье есть традиция устраивать кемпинги. Это было традицией каждой семьи, пока люди не изобрели дом. Джим Геффиган. Конечно, наука не знает всего. Если бы она знала, она бы остановилась. Дара О'Брайен. Фитотерапия существует уже тысячи лет. Да, конечно, просто в какой-то момент вы проверили все эти травки, и то, что сработало, стало медициной. А все остальное это всего лишь миска хорошего супа и немного приправ. Поговорим об определениях. Альтернативная медицина это то, что либо не доказало свою эффективность, либо было доказано, что оно не работает. А знаете, как называют альтернативную медицину, которая доказала свою эффективность? Медицина. Тим Минчин. Видели когда-нибудь хорошую историю о веществах в новостях? Никогда. Сегодня молодой человек под кислотой осознал, что вся материя это всего лишь энергия, сжатая до состояния медленной вибрации. Мы все единое сознание, которое познает себя субъективно. Смерти нет, жизнь всего лишь сон. А мы это лишь воображение о самих себе. А сейчас Том с прогнозом погоды. Билл Хикс. Еще один мертвый герой. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, какую цитату комика вы не забудете никогда. И не забудьте... Это было смешно, сильно, круто. Я готов делать это в этой. Всем удачи, всем пока. Пока. Понятно, идем. Теперь куда идти девать? Да я что такого не понимаю, потому что не знаю их. Вот даже я делаю в броне юмор. Тогда, как это будет, что каждый где будет юмор. Пока.